Ну, здесь, блин, не поставишь его, конечно. Кофеек этот, хотя вот сюда можно, ну, так приткнуть, и вот так вот открываешь. Всем привет, прогулки по Норильску, по весеннему Норильску в мае. Вот у нас практически пришла весна, взял кофе себе, вот немножко гуляю, вот гуляю и решил вам немножко поснимать. Давайте сейчас запрыгнем в этот дворик, посмотрим, что у нас здесь интересного в этом дворике. Ой, вы знаете, иногда хочется кофе выпить. Вот когда холодно, а вот ты замерз весь. И ты, короче, берешь кофе и пьешь. Честно говоря, руку обжигает, ужас какой-то. Надо где-то снежочек найти. Немножко остудить кофе. Но там есть снежок, но, блин, он возле помойки. Или может он туда стать? Я иногда так делаю. Вот это вот, когда кофе горячее, я не люблю сильно горячее пить кофе. А вот когда кофе горячее, вот в чем плюс Норильска. Берешь кофе, в снег ставишь его, оно остывает. Прикольно. Ну, здесь, блин, не поставишь его, конечно. Кофеек этот, хотя вот сюда можно, ну, так приткнуть. И вот так вот открываешь, и оно сейчас остынет, и нормально будет. Такой небольшой лайфхак. Ну, если вы хотите быстро кофе остудить. Вот. Вот это вот улица. Какая улица? Какой двор? Блин. А, это Богдана, да. Это Богдана Хмельницкого. Вот это вот я не знаю, Богдана Хмельницкого или нет, вот это девятиэтажки. Но вот это вот Богдана Хмельницкого точно. Да. Надо как-нибудь зайти в подъезд этого дома и поснимать, что там в подъезде. Я как-то был давно в таком подъезде, а вот мы развозили подарки на 9 мая. Или нет? Нет, не на 9 мая. А на день рождения станции мы старых работников поздравляли. Сейчас я не знаю, поздравляют или нет. Вот. Но раньше предприятие выделяло подарки. Ну, это как сухпайки. Вот, продуктовые пайки, да. И этот сам мы ездили, в общем-то, старым работникам развозили. Ну, как, я не знаю, знак доброй воли там или как жест. Но сейчас уже вроде бы нет уже такого. Хотя зря. А может быть уже всех старые работники, которые работали на моем предприятии, уже разъехались. Ну, кто-то разъехался, а кто-то умер уже, наверное. Ну, так вот жизнь не стоит на месте. А ну, сейчас попробуем. Ну, вы знаете, да, нормально. Ну, в принципе, нормально. Остыло. А вот вам такой лайфхак. В снег засунул кофе, и оно моментально остывает. Но обязательно крышку открыть надо. Это однозначно. Вот, так что такая вот история. Раньше развозили эти самые продовольственные подарки. Я помню, я ездил еще. Я когда только устроился. Ну, а так как молодой, бестолковый, надо э, было помочь. И мы с одной барышней ездили. Вот. Эта барышня уже уволилась. Вот, это когда было? Лет 20 назад, наверное. Барышня уволилась уже. Вот. Эта традиция уже упразднена, скажем так. Вот. А по поводу молодой глупый, хочу сказать так. Молодой, да, но глупый навряд ли. Да даже не то чтобы навряд ли, вообще не глупый был абсолютно. От слова совсем. О,
Пойдемте вон там посмотрим. Я смотрю, там мотоцикл стоит. Вот. Ну, смотрите, прикольно. Заброшенный какой-то мопед. По всей видимости, рабочий. Был когда-то. Сейчас уже нет. Интересно. Ладно, погнали дальше. Весна на Норильске по-прежнему идет и все не может прийти. Вот. Сейчас Енисей, Норилка пройдет и нормально будет. А я вам говорю, реально нормально будет. Вот. Потеплее станет, можно будет походить, можно выбраться будет в Талнах. Там у нас в Талнахе природа получше, чем в Норильске. Вот. Может быть, даже пойдем в горы. Ну, однозначно будем отдыхать. Ну, смотрите, снег пошел. Прикольно. Вот, однозначно будем отдыхать. Вот. Но надо отдыхать еще уметь. Мы в большинстве случаев не умеем отдыхать. Вот. Надо отдыхать душой и телом. Так, ну, обходить мы не будем, мы здесь сейчас напрямки. Вот, аккуратненько вот так раз. И здесь вот так раз. Вот, так, что там справа у нас? Справа ничего нету. Ой, вот это улица Богдашка. Богдашка 2. Богдашка-барашка. А вот это что? Ну, это, наверное, тоже Богдашка. Вон там Сбербанк. Вон, видите? Вон там Сбербанк. Это новое здание. Ну, как новое? Относительно новое. Его, наверное, построили лет, может быть, 10 назад. Так, что тут у нас? Сейчас тут какая-то помойка очередная. Давайте глянем. Ну да. Еще какие-то офисы были раньше. Вон там магазин электроинструментов. Но мне, честно говоря, уже не надо это. Ну, в плане того, что я не собираюсь ремонта делать. Здесь, по крайней мере, в Норильске. Да, это какие-то офисы, видно, были. Вон там вот все выгрузили. Да, я же вам говорю, Норникель взялся, короче, жестко за это все. Наводит порядок с площадями в Норильске. Ну, я считаю, это правильно. Надо, короче, порядок наводить. Однозначно. Это вот похилизм и демократия ни к чему хорошему не приводит. Вот, эпицентр. Вот, смотрите, электроинструмент. Ни разу здесь не был. Ой. Ладно, пойдемте дальше. Что тут у нас? Да, ну, я вам скажу, такая погода на материке, она обычно в начале апреля. А у нас такая погода в начале июня. Но ничего, нормально. Так, пойдемте. Вот это вот у нас институт. Институт, который ремонтирует. Вот. Даже кофе хороший, кстати. Я это настроил так, чтобы было
Поменьше кофе, побольше молока. Вот. Я тут недавно относительно, точнее позавчера, траванулся. Я не знаю, что-то съел. И что-то мне так дурно стало. Кошмар. Ужас какой-то, не поверите. Так дурно мне не было вообще никогда. Вот. Что-то чем-то траванулся. До такой степени траванулся, что пришлось на работе день брать, отпрашиваться. Ну как, день за свой счет я взял, неоплачиваемый. Вот. Температура всю ночь была 37,5. Но вчера попустило, но уже получше стало. Сегодня вообще хорошо уже. Вот, температуры нету. То есть, как бы я себя чувствую нормально. Но вчера, позавчера, это ужас какой-то. Кошмар. Мне так дурно было. Я же вот всегда придерживаюсь такого принципа, то что надо все свое делать, домашнее, своими руками. Вот. И что-то я, конечно, расслабился немножко. Я отступил от этого принципа. Вот, и решил там купить всякую ерунду. Ну и вот результат. Купил, называется. Так что рекомендую вам, прежде чем покупать что-то, думать, вот, смотреть срок годности, потому что можно попасть вот в такую историю, как я попал. Сейчас, конечно, продуктов очень много, ассортимент большой очень, но качество, конечно, оставляет желать лучшего. Ну все, попили кофе. Все нормально. Мусор надо выкидывать. Однозначно. Давайте мусор будем выкидывать в помоечку. Это что-то. Ну, что-то делают там. Корпус от компьютера валяется. Да, интересно. Мусор, пожалуйста, убирайте за собой. Не гадьте, не срите на улице. Вот. Потому что вот эта вся чистота в городе, это все зависит от нас. Однозначно. И убирайте какахи за своими собачками. Потому что, вы знаете, иногда во дворах гуляешь, и вот эти вот какахи весной начинают всплывать. И не очень приятно. Это да. У нас тоже есть собачка. Мы на Валбересе заказываем пакетики. Есть такие пакетики специальные для собачек. Вот. Они небольшие и в рулоне. Они там стоят-то копейки вообще, эти пакетики. Вот. И по весу они там, ну, ничего не весят. Вот. Просто заказывайте эти пакетики. Берете, выгуливайте собачку. Собачка покакала. Раз, какашки убрали с помощью пакетика. И все. И выкинули в мусор. Вот сейчас вот я иду вот по этому месту. Да? Вот кругом одни какашки. Это ужас какой-то. Собачки, животные. Это все классно, это здорово. Но, конечно, надо окультуриваться. Однозначно. А то мы скоро, вы знаете, сами себя засрем. Вот, смотрите, вышли мы, значит, во двор. Там вот, видите, между домами, вот справа институт у нас, слева... Ой, я не помню, это вот слева, это двор Богдана тоже? Ну да, вроде Богдана. А вот там вот, видите, посередине, там детская больница. Ага. Ну все, пойдемте. А вот здесь вот прямо подъезд, видите? Там, короче, ветеринарка. Ну, такая не самая плохая ветеринарка. Там этот самый ИПшка. Индивидуальный предприниматель. Мужчина. Держит. Мы пару раз обращались туда со своим питомцем.
в принципе, он нам помог. И, в принципе, помог. Что я такое говорю? С какими проблемами мы обращались? А, Такая история получилась. Вот вы не поверите, прям под Новый год. Где-то 30 числа наш барбос бегал и добегался до такой степени, что себе он надорвал ноготь. Вот такой вот бывает. Я не знаю, он где-то задел его или еще что-то. Ноготь задел. Вот. И, короче, надорвал его себе. Ну как, вот сломался, да, ноготь у него. И на шкурке вот так болтается. Я пытался, конечно, сам его, ну как, удалить. Да, пускай так будет, удалить. Но он не давался. Вот это 30 число, Новый год. Я всех обзвонил, никого не было. То есть, как бы, все эти... Все вот эти вот, эти зооветеринарки, они, короче, уже не работали. Ну, 30 число, 30 декабря. Чё они будут работать? Вот, и позвонил сюда. Ну вот. Он работал, оказывается. Он не улетел. А я потом с ним разговаривал. Он говорит, а я у него спросил, ну, мы уже на приеме были. Говорю, а что вы не это сам Новый год дома там или не уехали? А он говорит, у меня самолет, говорит, задержался, говорит. То есть, как бы, он должен был 30-го улететь, но самолет перенесли на 31 число. И я не смог, говорит, улететь. Поэтому я сегодня вышел на работу. Вот так вот фартануло вообще по-безобразному нам. Да. Вот это вот улица, вот это слева Багдашка, а справа Кирова у нас. Улица Кирова. А вот это магазин «Хозяюшка». Видите? Все, пойдемте дальше. Хороший магазин, неплохой такой. В принципе, нормально. Если, конечно, делать ремонт, то это все дороговато. Ну и тем более сейчас. Дорого, сейчас дорого, конечно, все. Но я вам скажу так, есть и хуже. Намного хуже люди живут. Так. Я тут, короче, вчера смотрел видос про этого. Про США смотрел. Я не знаю, мне в ТикТоке попался этот видос, как люди живут в США. И что-то теперь меня по этой тематике он постоянно рекомендует. Как люди живут в США. А там попался мне видос интересный. Ну да, как люди живут в США. Но это, как пенсионеры живут в США. И там такая интересная тема. Пенсионеры в США, у них же как? У них в основном люди как живут? У них нет своего жилья в США. У них все съемное. То есть как бы своего жилья нету, все съемное. И пенсионеры тоже. У них съемное жилье. Если, допустим, средняя зарплата в США 3-4 тысячи долларов, и половина из этого всего он платит за коммунальные услуги, то есть за квартиру, за там газ, электричество, воду, вот, то, допустим, у пенсионера 1200 долларов. 1200 долларов, и он уже не может платить за съемное жилье. Вот там стоят люди, сейчас пройдут. Ну все, люди прошли. Вот, и они, короче, и на пенсию 1200 долларов не могут себе позволить снимать квартиру. Вот так вот, своего жилья нету. А вот это средний класс и низший класс. Низший класс пенсионеры вообще живут на улицах. Вот. Ну, высший класс, это понятно. У них бабло есть, а они могут себе позволить. А вот средний и низший класс не могут себе позволить пенсионеры. Ну и вот, так они, знаете, что делают? Они, короче, вот есть пенсия у него 1200 долларов, они уезжают из США.
Они уезжают из США в такие страны, где как бы э, проживать легче, ну, в денежном эквиваленте. Вот. В основном уезжают в Азию. Вот так вот. Ну и он же там рассказывал, этот дядечка, то есть, если сравнивать, допустим, э, пенсионеров в США и в России, то, конечно, разница, ну, колоссальная. Вот, то есть у пенсионеров все-таки в России все-таки условия жизни лучше, намного лучше. Ну, по крайней мере, они массово не превращаются в бомжей и не живут на улице. Вот такая вот история, мальчики и девочки. Ну вот, смотрите, это улица у нас 50 лет октября. Да, 50 лет октября. Вот. Погода хорошая. Слушайте, мы уже гуляем, черт знает сколько. Надо потихонечку уже домой идти. А то я уже подмерзаю. Надо было теплые носки одеть. Вон, смотрите, прямо. Городской шиномонтаж. Сейчас домой приду. Наверное, супчик буду делать. А вот, и так как я траванулся, надо, конечно, супчика похлебать. Это однозначно. Супчик сделаю такой простой-простой. Вот. Там морковка есть, картофан есть, лучок есть. Ну, посмотрим, может быть, даже и поснимаю. Ну, если будет желание. Вот. Ну, а сейчас я, наверное, заканчиваю свой мини-репортаж, мини-влог. Вот. Публикую это все на Ютубе. Как я не пыжился, но, конечно, лучше Ютуба платформы нету. Но это однозначно. Аудитория очень-очень большая. Вот. И такая, знаете, присутствует отклик. Ну все. Всем пока.